Всем привет! У нас идет первая неделя четвертого сезона слияния. Босс Тиох. И что хочу сказать сразу, что данная команда у меня набивает чуть больше, чем команда разъедания. Хотя ядро вкачано именно с упором на огонь и яд. Так что, скорее всего, даже буду отбивать на этой неделе именно этой командой. Сразу скажу, что есть проблемы с выживаемостью, и именно характеристиками либо пробудами она никак не решится. Тут идет именно жесткий рандом, потому что у нас идет 5 целей, а Тиамат, если у нее нету третьей пробуды, допустим, как у меня на первой пробуды, она кидает боевым штраф атаки на 3 цели. То есть у нас бывают такие моменты, что на боссе не висит штраф атаки, и мы получаем просто, можно сказать, ваншот. Поэтому приходится много реролить, но тем не менее урон довольно-таки неплохой. Очень важную роль играет расстановка. Она у меня вот такая. Так получается больше всего выживать. Тайминги я использую вот такие на данной команде. Практически у всех героев взята шмотка, которая апает урон следующего ультимейта. Несмотря на то, что Ирзилас и Лельванис, можно сказать, идут в один тайминг, там Леля чуть-чуть съезжает, и в итоге все встает на свои места. Получается, на Тиамат у меня шмотка на увеличение урона от наложенных дебафов, которые стакаются 2 раза. Тиамат у меня максимально в атаку. Также не забываем про точность. Здесь ее, в принципе, достаточно 300, чтобы более-менее вешался и разлом, и штраф атаки. Также еще талант обязательно. Она у меня находится в сете на залив. Все остальные герои, кроме Лильванис, полностью в деф. Вот у меня Ирзилас, допустим, защита, ОЗ. Все, мы никаких атакующих характеристик не берем. Мы идем чисто в выживаемость. Вот на резилосе будет у меня танкосет и сундук. Также обратите внимание, перчатка у меня вообще на атаку, потому что на крит урон нету. Но если я одеваю другую перчатку, которая из ковки, на стак атаки, то урона у меня намного меньше. То бишь вот эта перчатка призывная, она слишком сильно бафает Лельванис. Прям очень сильно. Я в этом убедился еще на элементалях, так как там я тоже пробовал ту перчатку. Несмотря даже на то, что у нас много бафов и мы стаки очень быстро набирали, но тем не менее призывная перчатка просто очень-очень жесткая, конкретно на данном герое. Сетап, в принципе, классический, масс урон и атака. Также шмотка с прошлого сезона. Бирнет у меня также выживаемость, защита, хп. А главное, чтобы она не перегоняла по характеристикам Эрзилоса. У Эрзилоса должно быть и защиты, и ОЗ больше, чем у всех в команде. Это тоже очень важно, чтобы Филосия своим сетом бафала именно его, потому что он милишник, он очень много стоит там, выхватывает от всех. И по поводу Филосии, она у меня вот в этом сете, и мифик на усиление урона от щитов. Также про Apple просвет баночками. Ну, не особо сильно, но может быть еще подыму. Пока что до этого руки не доходили. Вот, а так максимально просвет, чтобы щиты были как можно мощнее. Это также поможет нам выживать. Питомец у меня вот такой пока что. Делаю себе нового, но пока что использую старенького с прошлого сезона. Ну и, собственно, урон я показал в начале. По поводу выживаемости тоже все сказал, что обращайте внимание всегда, если у вас пачка падает, то в ручном бою смотрите, от чего конкретно вы умерли. Из-за того, что вам не хватило характеристик выживаемости, либо по той причине, что все-таки не висел штраф к атаке на боссе. Потому что зачастую, даже вот скрины скидывали ребята, и со второй пробудой на Лильванис, и без пробуд. Набивали даже там по 800 с копейками. Так что, в принципе, если у вас какие-то проблемы с командой разъедания, можно как аналог использовать на первой неделе именно вот это. Может быть, вам там и с перчаткой повезло, либо с броней. И Лильванис, возможно, может выдать урона больше, как в моем случае. Поэтому, скорее всего, все-таки буду отбивать именно ей.
На этом, в принципе, все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.